Аня уложила годовалую дочь спать и легла на кровать рядом с мужем. Сегодня выдался тяжелый день, и оба супруга решили пораньше отправиться спать. «Дорогой, тебе не кажется, что Чара вчера ночью вела себя как-то беспокойно?» Голос супруги выражал легкую озабоченность. «Не преувеличивай. С нашей старушкой все хорошо». Андрей удобно улегся на правый бок и смачно зевнул. Несмотря на обеспокоенность жены странным поведением овчарки, мужчина был уверен, что Чара находится в полном порядке. Питомец уже почти 7 лет жил с хозяевами. За это время собака проявила себя исключительно верным другом, с прекрасным интеллектом, свойственным этой породе. «Наша Чара такая умная», — не раз удивлялась Аня после очередной разумной выходки питомца. Еще бы! Андрей души не чаял в собаке, которую в свое время взял маленьким щенком в питомнике. Немецкие овчарки — одни из наиболее развитых собак на планете. Ученые оценивают их интеллект на уровне 3-летнего ребенка. Удивительно, но глава семейства, не имея даже углубленных знаний о собаках, совершенно серьезно считал себя экспертом в этом вопросе. По всей видимости, все любители домашних животных так глубоко сливаются с ними, что готовы делиться со всем миром своими познаниями. С появлением в семье дочки Верочки Чара сразу же сменила свое место в квартире. Теперь она основное время суток находилась не на коврике возле кровати супругов, а возле изголовья кровати малыша. И вот уже Верочке исполнился год. Девочка могла похвастаться не только прорезавшимися передними зубами, но и настоящей дружбой с Чарой. Ребенок полюбил своего охранника и постоянно тянулся к четвероногой няньке. Казалось, что эта неразлучная парочка просто не способна приносить друг другу неприятности. Однако однажды ночью Аня сквозь сон услышала рычание Чары в комнате дочери. Тогда она не до конца осознала этот момент и в силу глубокого погружения в сон не проснулась. Лишь утром у нее остался некий осадок из впечатлений. Но увидев Чару и Верочку в прекрасном настроении, молодая женщина и вовсе забыла об этом эпизоде. «Может, приснилось просто что-то страшное?» — подумала тогда Аня. Но и на следующую ночь бдительная хозяйка смогла услышать рычание Чары. Молодая женщина встала с постели и вошла в детскую. То, что она увидела, потрясло ее до глубины души. Огромная овчарка находилась в стойке на задних лапах напротив дочери, которая проснулась и стояла, держась за спинку кровати. Девочка испуганно смотрела на своего четвероногого друга и тянула к нему свои ручки. «Чара, фу!» — выкрикнула обеспокоенная мать. Пришлось повторить команду несколько раз, после чего агрессивная собака перестала громко рычать. Однако она возбужденно смотрела в сторону девочки. По всем приметам было видно, что овчарка негативно реагировала на какой-то фактор, связанный с ребенком. Аня забрала дочь из кроватки и унесла в свою комнату, а собака так и осталась в детской. Это, по мнению хозяйки, было ей наказанием за неправильное поведение. Андрей только утром увидел, что в кровати вместе с родителями спит и Верочка. «Что случилось, дорогая?» — взволнованно спросил супруг у жены. «Представляешь, Чара, что сделала?» По голосу женщины можно было понять, что она вновь переживает ночной кошмар. Аня подробно рассказала мужу о происшествии. Андрей внимательно выслушал и сходил в комнату дочери, чтобы на месте посмотреть и на собаку, и на кровать. Не обнаружив ничего подозрительного в поведении Чары и в обстановке детской комнаты, Андрей слегка успокоился. Однако для себя он решил разобраться, в чем заключается агрессия любимого питомца. На следующую ночь супруг уговорил сердобольную мать довериться Чаре, которая весь день вела себя как обычно. Однако ночью из радионяни послышались тревожные звуки. Овчарка снова стала грозно рычать, а Верочка, проснувшись, даже заплакала. Взволнованные родители буквально прибежали в детскую комнату и отогнали собаку от ребенка. Андрей удивленно смотрел на свою любимицу и ничего не мог понять. Причем после ухода родителей с ребенком из детской в спальню Чара время от времени продолжала рычать. «Слышишь? Не унимается», — сказала Аня мужу.
Ничего не понимаю. Конечно, чара уже старая, но не до такой же степени. Супруг никак не мог разобраться, что же так разозлило обычно совершенно адекватную овчарку. Может быть, ее нужно в питомник сдать? Супруга очень сильно волновалась за жизнь и здоровье ребенка. Не говори глупости. От такого предложения жены глава семейства даже встал с кровати и нервно заходил из угла в угол. Ты так договоришься и до того, что ее усыпить нужно. Андрей ни при каких обстоятельствах не допускал ни малейшей мысли о том, чтобы расстаться с Чарой, которую считал полноценным членом семьи. Может быть, тебе собака важнее дочери? От слов мужа Аня стала злиться. Знаешь, мне иногда кажется, что мы с тобой настолько разные. Андрей усиленно подбирал правильные слова, после чего продолжил фразу. Нельзя же сравнивать абсолютно несравнимое. И да, я Чару не отдам в приют. Она мой друг и даже родственник. Между прочим, я уверен, что эта собака, как ты выразилась, за Верочку или нас с тобой жизнь отдаст, даже не задумываясь. От произнесенных слов Андрей так разволновался, что на его глазах показались слезы. Ты всегда все драматизируешь, если дело касается Чары. Обычная собака. Раньше была умная и добрая, а сейчас все. Аня так и не смогла договорить заготовленную фразу, так как Андрей, избегая ссоры с женой, вышел из спальни на кухню. Чара услышала хозяина и голосом позвала его к себе, но Андрей был так расстроен, что не послушал питомца и закрылся на кухне. Конечно же, такое поведение хозяина расстроило собаку, но даже это не остановило четвероногого друга. Чара еще долго продолжала рычать в эту ночь. А ведь еще совсем недавно все члены семьи души не чаяли в Чаре, которая платила им верной службой. Во дворе все любители собак хорошо знали эту овчарку. Она не только была отлично воспитана и не представляла никому угрозы, но и часто выполняла роль гаранта безопасности для детей и других домашних питомцев. На ее счету были случаи, когда она буквально из-под машины вытаскивала и растерявшегося котенка, и даже несмышленого ребенка. В последнем случае она спасла малыша, который отошел от увлеченной беседы с соседкой мамаши и чуть не оказался под колесами автомобиля. Водитель сдавал задним ходом, пытаясь припарковаться возле детской площадки, и не заметил ребенка. И только бдительная Чара увидела намечающуюся трагедию и в 2 прыжка оказалась возле мальчика. Овчарка схватила его зубами за шиворот и резко оттащила в сторону. Конечно же, тогда не все присутствующие люди сразу поняли суть происходящего. «Смотрите, собака ребенка укусила!» — выкрикнула женщина, которая увидела лишь окончание эпизода. Кто ее хозяин? Почему она без намордника? Нужно заявить на этого собачника. Раздались голоса с разных сторон. И только один мужчина, который стоял на балконе 3-го этажа и видел всю картину, выкрикнул водителю того автомобиля. «Эй, сосед!» В его голосе чувствовалась настоящая тревога. «Ты чуть ребенка не задавил. Если бы не Чара, то сейчас произошло бы ужасное». Вышедший из автомобиля водитель смотрел на собаку, которая уже отпустила спасенного ребенка и стала рычать на источник угрозы. Андрей успел подойти к Чаре и погладил ее по холке. Мама округленными от ужаса глазами смотрела то на Андрея, то на владельца автомобиля, не понимая, на кого нужно обрушить свой гнев. «Не стоит благодарности», — сказал Андрей и, взяв питомца за ошейник, повел домой. Тогда весь двор обсуждал этот случай. Чара по-настоящему стала героем многочисленных рассказов жильцов этого дома. Тогда Андрей познакомился и со своим соседом с 3-го этажа. «Николай Семенович, а ведь без вашего участия те женщины еще и меня с Чарой посчитали бы виноватыми». Андрей не переставал удивляться человеческой природе. Николай Семенович не относился к болтливым мужчинам. Убежденный холостяк всю жизнь прожил без семьи. Мужчина среднего возраста был биологом по образованию и в качестве душевного успокоения разводил различных экзотических насекомых. Тогда он расщедрился и показал Андрею свою гордость — комнату, уставленную различными стеклянными емкостями с удивительными представителями экосистемы нашей планеты.
Здесь были собраны насекомые со всех частей света, включая и ядовитые экземпляры. «Удивительный вы человек, Николай Семенович», — сказал Андрей, с интересом разглядывая всевозможных жуков, паучков и других необычных насекомых. «Даже не верится, что все это водится рядом с нами». «Ну, не совсем рядом», — улыбаясь, отвечал биолог. «Человек делает все возможное, чтобы все виды держались от него подальше». «Да, цивилизация не терпит естественную природу», — философски заключил Андрей. Во дворе многие знали Аню и Андрея только потому, что они выгуливали Чару. Именно породистая и умная овчарка стала любимицей всех жильцов. «Смотрите, хозяин Чары идет с работы», — часто слышалось вслед Андрею. «Чарочка моя ненаглядная, никогда тебя не предам. Если ты заболеешь или станешь старенькой, то я придумаю, как поступить. В конце концов, в деревне живут мои родители. Отвезу тебя им и буду навещать каждую неделю». В мыслях Андрея не было строгости. Однако молодой человек приготовился составить четкий план. Андрей встретился с другом и решил обсудить возникшую проблему. «Миша, вот скажи мне, как собачник собачнику? Что-то с Чарой случилось?» Сразу же встревожился товарищ, который в свое время и посоветовал взять в питомники именно этого щенка. Андрей начал рассказ. С некоторых пор по ночам она стала вести себя агрессивно. Рычит и даже лает на Верочку, когда она спит. А ведь еще недавно Чара была так внимательна к ней. Да ты и сам все знаешь. Михаил прекрасно знал и саму породу, и лично Чару, поэтому мог судить об овчарке не понаслышке. Тут нужно учитывать все детали, никаких обобщений. Сам говоришь, что агрессия возникает только в темное время суток. Причем началось все недавно. Следует внимательно проследить за Чарой, может на камеру снять, а потом все просмотреть с момента возникновения такого нехарактерного поведения. Уверен, что причина кроется не в собаке, а именно в обстановке, посоветовал друг. Я тоже так считаю. Ты меня успокоил. Только Аня больше и слышать не хочет, чтобы Чара охраняла ночью Верочку. Боится очень. Андрей задумчиво почесал подбородок. Сам спи вместе с дочерью и собакой. Устрой себе временное убежище, предложил Михаил. Андрей принял решение, поэтому на его душе стало легче. Удивительно. Но в то же время, когда супруг разговаривал с другом, Аня встретилась со своей бывшей одноклассницей по аналогичному поводу. «Надя, вот скажи мне, как эксперт по мужикам, почему мой муж так вцепился в собаку? Эта Чара совсем из ума выжила. Лает на Верочку по ночам». Ничего себе. Надя от удивления выкатила глаза. И что он говорит по этому поводу? Говорит: «Это мой друг и член семьи. Я не предатель и прочую глупость». В голосе девушки слышалось негодование и даже злость. По его мнению, пусть ребенок просыпается посреди ночи и плачет, лишь бы Чара была довольна. Не ожидала, что Андрей на такое способен. Да, помнится, ваша собака даже ребенка какого-то спасла. Но это было год или два назад. А сейчас она уже старая и, может быть, неадекватная. Подруга очень мало понимала о жизни домашних питомцев, поэтому просто решила не перечить собеседнице. И как его убедить в правильности моего решения? Он же уперся как баран. Аня явно нервничала в поиске оптимального выхода. Пусть тогда сам спит со своей собакой в обнимку. Высели его из спальни. Отлучишь от тела, как миленький попросит пощады. Надя была типичной сердцеедкой и всегда решала свои проблемы с мужчинами исключительно через призму романтических отношений. Это, конечно, мысль, только боюсь, что исход станет положительным не скоро. Аня не верила, что такой подход пройдет с ее благоверным. Со мной бы так никто не смог поступить. От собственной значимости Надежда выпятила вперед свою могучую грудь и заботливо поправила воротничок на блузке, подчеркивая именно эту часть женской прелести. «Да-да», — задумчиво согласилась девушка. В ее голове уже начинал созревать собственный план. А вечером после ужина супруги решили обсудить новую тактику поведения. «Милый, ты же понимаешь, что я не позволю собаке оставаться с Верочкой наедине.
Аня твердым взглядом смотрела прямо в глаза мужа. «Я тоже хотел тебе сказать, что теперь ты какое-то время одна поспишь в спальне. В детской будем ночевать мы с дочерью и Чарой». Андрей спокойно выдержал взгляд супруги. «Ты серьезно? В голосе жены послышалась беспомощность. «Я хотела его сама наказать, а получается, он меня». В мыслях молодой женщины царил полный хаос. Серьезнее не бывает. Мы что-то упускаем, возлагая ответственность на Чару, которая защищает Верочку». Андрей поцеловал супругу в щеку. Тогда в голосе женщины почувствовалось некоторое разочарование. Аня переживала настоящее потрясение из-за равнодушного отношения супруга к мысли о раздельном ночлеге. И вот освещение во всех комнатах квартиры погасло. Аня, поворочившись сбоку на бок и погоревав на тему о супружеских обязанностях, наконец-то уснула. Часовая стрелка перевалила за полночь. И вот спокойно лежащая на полу Чара открыла глаза. Безупречный охранник сделал несколько чутких вдохов и навострил уши. А уже через мгновение бдительная овчарка стояла на 4 лапах возле кроватки Верочки и начала грозно рычать. Андрей мгновенно проснулся и включил заблаговременно приготовленный фонарик. Он не стал пользоваться верхним светом, чтобы не разбудить ребенка. К тому же, направляя луч в ту сторону, куда смотрела Чара, можно было точно выявить сектор с исходящей угрозой. «Ничего себе!» — вырвалось вслух у молодого человека, когда он увидел в углу стены темное пятно, которое шевелится. За одно мгновение Андрей успел и включить верхний свет, и откатить кроватку в сторону от источника угрозы. На шум и освещение прибежала Аня. Теперь родителям стало очевидно, что Чара рычала на находившегося рядом с детской кроваткой большого мохнатого паука. Это черное чудище в темноте полностью сливалось со стеной, и его было невозможно увидеть. И лишь чуткое обоняние овчарки позволило обнаружить угрозу. «Убей его!» — жена держала наготове тапочек. «Подожди». Андрей взял мухобойку и поднес ее к пауку. Насекомое, перебирая длинными лапками, залезло на приставленную к нему рукоять. Андрей изловчился и стряхнул его в банку, закрыв тут же крышку. «Всё, жена, Верочке больше ничего не грозит», — сказал шепотом супруг и, выключив верхний свет, вышел из комнаты. Верочка даже не успела проснуться, а Чара с большим удовольствием размахивала пушистым хвостом и терлась об ногу хозяина. На следующий день Андрей зашел в гости к Николаю Семеновичу. «Черный каракурт по имени Пашка. Он сбежал от меня несколько дней назад. Я уже думал, что он погиб где-то». Николай Семенович на секунду задумался, после чего округлил глаза и с ужасом прошептал: «Он же ядовитый. Смертельно». Андрей начинал злиться. «Простите меня». Биолог схватился за голову. Конечно же, Андрей не стал посвящать супругу во все подробности. Он лишь сказал, что вернул пропажу профессору. «Андрей, ты такой умный и добрый». Девушка с любовью смотрела на мужа. К супругам подошла Чара. «Прости меня, подруга». На глазах Ани появились слезы. Из комнаты раздался детский голос. Верочка тоже звала к себе свою подружку. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.